Блеф — это эффективный инструмент в руках умелого покериста, с помощью которого он может выигрывать банки с любыми, даже самыми слабыми картами. Однако для удачного блефа должны выполняться определенные условия. Поздняя позиция, подходящая структура доски, не больше 2 оппонентов в раздаче, достаточный размер банка, действия соперников, указывающие на отсутствие у них сильных рук и многое другое. В этом видео мы рассмотрим топ-3 лучших ситуаций для блефа. Вы узнаете, когда ваш блеф будет выглядеть более убедительно и заставит ваших оппонентов сфолдить. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании. Итак, вернемся к блефам. Спаренный флоп. Если вы не попали в доску, но на флопе лежит 2 одинаковые по рангу карты, то можно изобразить трипс. Для успешной реализации такого блефа нужно изучить диапазон соперника, в котором не должно быть карты того же достоинства, что и пара на флопе. То есть перед каждым блефом на спаренной доске подумайте, а мог ли ваш оппонент на самом деле собрать трипс, который вы изображаете. Также для блефа на спаренной доске очень важна позиция. Оптимально вы должны действовать последним на флопе. Противников должно быть не больше 2, а лучше 1. Яркий пример такого блефа продемонстрировал шотландец Людовик Гейлих на турнире ЕПТ в Лондоне. Находясь на позиции котов, он решает украсть блайнды с совершенно мусорной рукой, 6-3 разномастной, поэтому рейзит. Однако у оппонентов на малом и большом блайндах оказываются довольно сильные руки, и они калируют. На флопе открывается 10-10 король. У одного из соперников топ-пара, а у другого гатшот. Однако оба чекают. Шотландец делает контбет, изображая короля или десятку. Однако оба оппонента опять калируют. На терне вкрывается туз, который приносит топ-пару игроку на малом блайнде. Но вновь блайнды не спешат форсировать события, чем и пользуется наш герой. Он делает ставку размером в полпота, на что оба соперника сбрасывают свои лучшие руки. Этой ставкой он смог убедить противников в том, что у него есть десятка. Полублеф на дровяных флопах. У полублефа перед чистым блефом имеется важное преимущество. У вас есть шанс выиграть с сильнейшей комбинацией, если оппонент закалирует. Блеф же будет успешен лишь в том случае, когда соперник сбросит карты. Если вам не хватает одной карты до закрытия сильнейшей комбинации, это не значит, что вы должны обязательно использовать полублеф. Нужно посчитать количество аутов, изучить статистику оппонента и только потом действовать. Например, гатшот к следующей улице будет превращаться в стрит лишь в 8,5% случаев. Очевидно, что ставка с таким дро будет преследовать цель заставить оппонента сфолдить. А вот флеш-дро с флопа к риверу закроется в 40% случаев, поэтому при коле соперника и выпадении нужной карты мы будем добирать с него фишки. Пример полублефа на дро-доске мы тоже взяли с ЕПТ, на этот раз с главного события 2016 года. Находясь на баттоне и не увидев ставок от предыдущих игроков, Асан Умаров рейзит с 9-10 разномастные. Большой блайнд колом защищает Ванесса Селпст с король 4 трефы. На флопе выходят 2 пиковые карты, которые приносят Асану бэкдорное флеш-дро. Аналогичное дро, только трефовое, собирает и Ванесса. Оба игрока решают просто прочекать. На терне выходит пиковый туз, дающий Умарову флеш-дро. Селпст чекает, Асан ставит, изображая туз или флеш. Ванесса чек-рейзит, видимо, тоже намекая на наличие флеша, и казах уравнивает. На ривере выходит бланковая карта, соответственно, у Асана флеш не закрывается, да и по кикеру ему не выиграть. Поэтому остается только блефовать, чтобы забрать банк, что он и делает после чека Ванессы. All-in размером чуть больше банка заставляет Селпст сдаться. Чек-рейс. Пассивное действие игрока, чек, кол, обычно обозначают слабость его руки. Однако в некоторых случаях это также может указывать на попытку скрыть сильные карты. Слоу-плей – довольно распространенный прием в покере. Как раз действие чек-рейс, когда игрок вначале чекает, а после повышения соперника сам ререйзит и указывает на слоу-плей. И именно поэтому данную ситуацию можно использовать для эффективного блефа. Рассмотрим пример использования чек-рейза в блеф. На живом турнире Party Poker Live в одной из раздач американский игрок Тайлер смог успешно реализовать этот блеф. Стоит отметить, что агрессором на префлопе был его оппонент, который на баттоне с туз-10 разномастной хотел рейзом выбить соперника из игры, однако наткнулся на 3-бет от нашего героя с бубновыми король-6 и просто закалировал эту ставку. Открылся спаренный флоп с 2 дамами. Тайлер бетит, оппонент калирует. На терне открывается девятка, и оба покериста решают прочекать. Ривер приносит вторую девятку, и после некоторых раздумий Тайлер чекает.
Соперник принимает это за слабость и пытается выдавить Тайлора из банка ставкой. Однако тот практически сразу идет all-in. Подобное действие выглядит очень сильно, и поэтому блеф удается. Оппонент фолдит. Умение блефовать позволит не только улучшить вашу игру, повысив при этом доход от покера, но и получить моральное удовлетворение, ведь грамотный блеф выглядит очень изящно и свидетельствует о высоком скилле игрока. Это были топ-3 ситуации для блефа. Попробуй использовать их в своей игре, и рост банкролла не заставит себя долго ждать.